Здравствуйте! Сегодняшнее видео не только для умных и любознательных, для тех, кто знаком с основами вирусологии, но и для широкой аудитории, для тех, кто в конце концов хочет узнать, как можно оживить вирус, что такое эпидемиологическое моделирование, можно ли возродить натуральную оспу и, наконец, откуда родом COVID-19. Дорогие друзья, современный способ изучения микробиологии – это наш видеоканал «Популярная микробиология и ЗОЖ». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Итак, поговорим о доказательствах синтеза и оживления вирусов. Исчезнувшие болезни и их возбудителей при современном уровне прогресса можно оживить в вирусологической лаборатории. Есть доказательства того, что это утверждение родилось не на пустом месте. В 1997 году на Аляске извлекли легочную ткань женщины, погибшей от эпидемии гриппа испанка в 1918 году. Труп был захоронен в зоне вечной мерзлоты. В 2002 году был воссоздан штамм исчезнувшего вируса испанки. Это было еще до пандемии COVID-19. В результате при определенном анализе можно проследить вспышки. В 2002-2003 году острого респираторного синдрома, в 2009 свиного гриппа, от которого так неудачно прививали в Дании, в 2013 птичьего гриппа, который шел из Китая. В 2002 году в Соединенных Штатах Америки был синтезирован вирус полиомиелита, ранее уничтоженный еще в 1979 году. Цель этого научного эксперимента, оплаченного Пентагоном, якобы проверить возможность создания вируса террористами или враждебными правительствами. Что такое эпидемиологическое моделирование? Представьте себе, что в США на сегодняшний день существует институт моделирования инфекционных заболеваний. Учреждение занимается эпидемиологическим моделированием распространения инфекционных заболеваний с учетом разных факторов – вирулентности микроба, особенностей окружающей среды, это страна, ее природные, климатические особенности. Моделируются эпидемии вирусных инфекций, кори, ВИЧ, полиомиелита, а также туберкулеза и малярии. На 6-м ежегодном симпозиуме Института моделирования в 2018 году была смоделирована динамика распространения вируса гриппа, а через год, в 2019 году, на 7-м симпозиуме предсказана эпидемия кори. Ученые умы этого института заняты моделированием перорального, то есть через рот, заражения ВИЧ при телесном контакте и через зараженные предметы. Ведь мировая финансовая элита еще в 2009 году вынесла вердикт о перенаселении нашей планеты из-за конечности природных ресурсов, которых хватит на несколько десятков лет. 5 миллиардов человек – это лишнее, заявил медиамагнат Тед Тернер. Это биологическая война без ущерба природе и ее ресурсам. Возрождение натуральной оспы. Большой риск планетарного масштаба – это синтез вируса натуральной оспы.
Этот вирус был уничтожен, как известно, в 1977 году. А с 1980 года ВОЗ порекомендовала прекратить оспопрививание. Ведь у кого дата рождения в паспорте позже 80-го года, это группа риска по натуральной оспе, иммунитета у них нет. Это примерно 5 миллиардов человек. Кто родился раньше, возможно, свой иммунитет уже утратил. Наша планета беззащитна перед ликвидированным заболеванием натуральной оспы. Заразность при натуральной оспе до 99%. Это максимально. Смертность 30%. У тех, кто остался жив, слепота или обезображивающие рубцы на коже. Поэтому большой риск для нас, землян, это синтез вируса натуральной оспы. Всемирная организация здравоохранения в 2016 году пересмотрела рекомендации по обращению с образцами ДНК вируса натуральной оспы. В них категорически запрещаются попытки изготовления живого вируса из ДНК. 2 лаборатории в мире, одна в Атланте, США, вторая в Новосибирске, в России, в научном центре «Вектор», имеют право проводить исследования с использованием живого вируса натуральной оспы. К сожалению, для нас всех доказана реальная возможность искусственного создания любого вируса методом синтетической биологии. И, наконец, откуда родом COVID-19? Наверное, у вас, дорогие слушатели, давно назрел вопрос. Хватит страшилок, давайте по делу о коронавирусе. Опять базируемся в США. На этот раз нас привлек ученый Деннис Кэрролл, бывший директор и руководитель отдела по пандемическому гриппу. А сейчас он возглавляет некоммерческий проект, цель которого – разработка глобальной базы вирусов. Он утверждает, что COVID-19 – это одна из волн зоонозных болезней, которые приспособились к людям. А в проекте, представьте себе, 2000 вирусов зоонозных болезней, то есть тех, которыми в естественных условиях болеют животные, как дикие, так и домашние. Но если очень постараться ученым умам, то вирусы Эбола, ВИЧ дадут другие волны. Будущие угрозы биологической войны существуют, говорит Деннис Кэрролл, и они, к сожалению, реальны. В подтверждение к тому, что мы все хотели бы узнать, вирус COVID-19 создан искусственно или нет, а кем? 9 ноября 2015 года серьезный и авторитетный научный журнал Британии Nature опубликовал, что вирус COVID-19 был создан на гранты правительства США в 6 научных учреждениях, 4 из которых Университет Северной Каролины, Гарвард и другие из США, 1 из Уханя и 1 из Швейцарии. Вирус COVID-19 был разработан искусственно по заказу американского агентства, занимающегося проблемами экологии и здоровья. Задача, поставленная перед экспериментаторами, изучить возможность создания механизма передачи коронавируса летучих мышей человеку. Природного штамма к 2015 году не существовало. Был создан химерический вирус, который состоит из генетических разнородных клеток. При этом был изучен потенциал перехода химерического вируса китайских подковообразных летучих мышей
к человеку. Поскольку это китайские летучие мыши и лаборатория в Ухане, можно во всех смертных грехах винить Китай. Вот так, дорогие друзья. Как всегда, геополитические интересы и аппетиты денежных магнатов могут перечеркнуть в одночасье нашу обыденную жизнь. И то, что было до ковид, кажется нам теперь почти несбыточным. И ведь все познается в сравнении. Благодарю за внимание.